Друзья, всем привет! Вы на канале CoinBrain, меня зовут Александр. Сегодня запишу небольшой лайфхак для вас о том, как сэкономить на комиссиях при переводе своих USDT с биржи на кошелек, на холодный кошелек и обратно, то есть с холодного кошелька на биржу. Наверное, все вы знаете, что хранить свои средства долгое время на бирже небезопасно, лучше это делать на холодном кошельке. Но если делать это через сеть ERC20, как предлагает, допустим, Ledger Live, да, или любой другой кошелек, то можно разориться на комиссиях, потому что за вывод там $10, да, можно заплатить комиссию в $20. Меня эта ситуация совершенно не устраивает, поэтому я решил этот вопрос исследовать и нашел способ, как переводить USDT с комиссией в $1 или даже меньше $1. О том, как заработать эти USDT, я говорю в своем телеграм-канале, ссылка на него есть в описании, на экране я оставлю. Вот. А сегодня поговорим о том, как эти USDT перевести себе на холодный кошелек с минимальными комиссиями. Я буду показывать все на примере кошелька Ledger и приложения Ledger Live, но я думаю, что в принципе для любого холодного кошелька это будет актуально. Все, что вам нужно, это чтобы ваш кошелек поддерживал установку приложения, да, и в частности это приложение Tron. Мы будем переводить свои USDT через сеть TRC20. Для этого вам нужно открыть свой Ledger Live. Да, давайте все-таки буду говорить конкретно про Ledger. Открываем Ledger Live. Здесь переходим на вкладку счета. У меня уже установлен трон, если вы видите, у меня есть уже несколько тронов, уже, да, 316 тронов уже переведено на этот кошелек. Если у вас это приложение еще не установлено, вы переходите в вкладку счета, находите поиск, там пишите Tron, то есть вы ищете нужное вам приложение и нажимаете продолжить. Вам Ledger Live предложит подтвердить это действие на холодном кошельке, да, то есть всю эту процедуру проходите и создаете новый счет, то есть новое приложение, новый счет. Все, после этого оно должно появиться у вас вот здесь вот в списке вместе с остальными счетами. Далее, чтобы получить свои USDT на этот счет, что нужно сделать? Вы переходите в приложение Tron, точнее на счет Tron, и теперь вам нужно получить свой адрес кошелька. Сразу скажу, что у вас будет единый адрес для всех токенов сети TRC20, то есть неважно USDT это или сам Tron или какие-то другие токены, то есть вам не нужно там пугаться, да, что у вас один и тот же адрес для всех токенов. Это так и должно быть, то есть адрес у вас меняться не будет. Чтобы его увидеть, вы можете либо нажать кнопку «Получить», да, в самом верху, либо вот здесь вот, допустим, нажать на кнопку «Добавить токен», выбрать интересующий вас токен, нажать кнопку «Продолжить», и после этого вы увидите тот самый счет, на который вы будете переводить все свои токены в сети TRC20. Вы можете убедиться в этом, если перейдете, допустим, на вкладку «Счета», перейдете в Tron, не будете, допустим, заходить конкретно в какой-то токен, да, перейдете просто на счет Трона и нажмете кнопку «Получить», далее «Продолжить», и вы увидите, что на экране отображается тот же самый адрес, что мы видели до этого, когда пытались добавить токен USDT. То есть вы можете его сразу скопировать. Обязательно проверьте, чтобы то, что вы видите на экране, совпадало с тем, что вы видите на своем холодном кошельке. Вот, и в момент, когда будете вставлять свой адрес кошелька, да, в поле ввода, допустим, на бирже, также проверяйте, чтобы как минимум там последние несколько цифр, да, и какие-то цифры в середине, чтобы они совпадали с тем, что вы видите на экране своего леджера. После того, как адрес скопирован, теперь мы можем перейти на биржу. Я буду показывать это все на примере биржи Bybit, но в принципе любая биржа, которая работает с сетью TRC20, она также подойдет, и также это все будет актуально. Здесь на бирже мы выбираем нужный нам актив, это USDT, и нажимаем на кнопку снятия. Выбираем сеть TRC20, потому что мы будем переводить токены именно с сети TRC20. Далее выбираете адрес своего кошелька. На Bybit его нужно предварительно добавить, список, скажем так, сохраненных, да, кошельков. Вот я его добавил и назвал сразу Ledger, чтобы не путаться в дальнейшем. Выбираете его, вводите сумму USDT, которую вы хотите перевести. Допустим, мы хотим перевести 10 USDT на данный момент, да. Вводим эту сумму и видим, что комиссия за совершение операции равна всего $1. То есть не $20, как в сети ERC20, а $1. И нажимаете кнопку «Подтвердить». После этого проходите верификацию, то есть вводите все эти коды и снова нажимаете кнопку «Подтвердить». Все, запрос в обработке. Здесь на кошельке мы пока что не видим никаких изменений, потому что операция все еще находится на стадии ожидания проверки. Мы можем это увидеть, если перейдем на биржу, допустим, зайдем в историю выводов, нажимаем «История», «Снятие», и видим, что наша операция по переводу 10 USDT находится в статусе ожидания проверки. Вот, и уже буквально через несколько минут видим, что та же операция находится в статусе «Уже успешно проведено».
переходим обратно на наш Ledger Live, видим, что на счете Tron у нас по-прежнему остается до 316 тронов, которые были изначально. Плюсом к этому видим, что ниже у нас появились токены, точнее появился токен USDT. Мы видим, что на балансе есть уже 10 USDT, которые мы только что перевели с биржи. То есть все получилось. А теперь попробуем совершить обратную ситуацию. То есть мы попробуем вывести, точнее не попробуем, а сделаем это. Мы выведем наши USDT с нашего холодного кошелька обратно на биржу, опять же используя сеть TRC20. Для этого переходим на биржу. Опять же, я буду показывать это все на примере биржи Bybit. Находим наш актив и нажимаем кнопку «Внести». Выбираем сеть TRC20 опять же. И здесь мы видим наш адрес кошелька сети TRC20. Это уже адрес кошелька на бирже. Копируем его, переходим обратно в Ledger Live. И теперь, чтобы важный момент, да, чтобы нам перевести именно наши USDT, а не наши Tron, да, мы заходим на вкладку счета, ну, либо на вкладку портфель, да, либо на вкладку счета, находим наш Tron, заходим сюда, и здесь мы находим наш счет Tron, пролистываем ниже и находим именно наши токены. То есть мы ищем не сам Tron, да, а именно токены USDT. Заходим сюда, и здесь уже внутри, то есть мы видим, что мы находимся на таком субсчете, да, субсчет Tether. Именно отсюда мы нажимаем кнопку «Вывести», то есть чтобы мы вывели нужные нам токены, то есть не Tron, а USDT. Нажимаем «Отправка», вводим сюда данные кошелька биржи. Опять же, проследите за тем, чтобы данные, которые вы видите на бирже, и данные, которые вы сейчас ставили, совпадали, потому что бывают случаи, да, когда, допустим, подцепили какой-то вирус или еще что-то, что на лету, да, в буфере обмена эта цифра подменяется. Вот следите за тем, чтобы цифры совпадали и там, и там. Нажимаем «Продолжить». Здесь вводим сумму USDT, которую мы хотим вывести. Допустим, это будет 5 USDT. А здесь мы видим, что приложение показывает, что комиссия сети будет нулевая, но на самом деле это не совсем так, но она будет около нулевая. Дальше вы увидите это. Нажимаем «Продолжить». Подтверждаем это действие на своем кошельке нажатием на аппаратные кнопки, и все, транзакция отправлена. Можем посмотреть сведения, мы видим сумму, да, видим тип транзакции, статус, все прочее, да, то есть если вам интересно, вы даже можете посмотреть ID этой транзакции. И также мы видим, что статус, она находится пока что в статусе не подтвержденная. Хотя USDT у нас со счета уже списались, то есть вы видите, что у нас на балансе уже осталось всего 5 USDT, но транзакция все еще находится, скажем так, в статусе отправки. После того, как прошло какое-то время, буквально несколько минут, мы можем увидеть, что, то есть перейдем на биржу, да, посмотрим на наши транзакции, зайдем в историю, заходим теперь не в снятие, а внесение, видим, что появилась наша транзакция, 5 USDT, статус завершено. Теперь перейдем, проверим баланс, пришли ли деньги нам на биржу. Да, мы видим, что баланс изменился, то есть было $68, сейчас 73. То есть, опять же, операция прошла успешно. Теперь перейдем в приложение Ledger Live и посмотрим, какую же комиссию мы заплатили за эту транзакцию по переводу $5. Мы видим, что на счету у меня было до этого 316 тронов, сейчас их 307. То есть мы также потратили свои очки пропускной способности, их было 1500, сейчас осталось 1157. И если мы пролистаем ниже, то мы видим, что за отправку, то есть за последнюю транзакцию было потрачено 8, ну, почти 0,3 трона. То есть еще ниже мы видим, что это равно 47 центов. То есть здесь комиссия при выводе с холодного кошелька на биржу, она будет еще меньше. То есть биржа с нас дерет $1 из приложения, если мы выводим на биржу, мы платим комиссию сети, которая даже ниже $1, то есть это всего лишь 47 центов. Я думаю, что это существенная экономия на комиссиях, потому что, опять же, если мы переводили бы наши токены сети ERC20, мы бы заплатили за отправку на холодный кошелек $20 и за отправку с холодного кошелька на биржу обратно снова $20. То есть здесь мы заплатили всего $1,5 за отправку туда-сюда. Вот по поводу надежности, то есть надежно ли хранить свои токены не в нативной сети ERC20, то есть если вы знаете, что сеть TRC20, да, это вообще отдельный блокчейн, то есть он ранее был построен, точнее, Tron раньше использовал сеть Ethereum, но сейчас они переехали на совершенно новый блокчейн, который работает уже отдельно, да, от Ethereum. Вот безопасно ли хранить токены именно в этой сети? Я пытался найти информацию какую-то по тому, что, допустим, этого там не стоит делать или что есть какие-то угрозы. Я лично не нашел. Если у вас есть такая информация, пожалуйста, поделитесь ей в комментариях. Вот, но, как я понял, то есть это совершенно безопасно, и только если сеть, допустим, ляжет, да, даже если она ляжет, я думаю, что через время она поднимется, да, и вы, опять же, сможете свои токены вывести и далее перевести уже там в другую сеть, если вдруг что-то случится. Поэтому, в принципе, я думаю, что этим лайфхаком, да, можно пользоваться, экономить на комиссиях, и я это точно буду делать.
Вот, всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, что вам было это полезно, что вы также будете экономить на комиссиях. Напомню, что у меня есть также телеграм-канал, где я делюсь тем, как я зарабатываю на крипторынке, и также тем, как не потерять свои средства на нем. Вот, также я провожу сейчас розыгрыш 100 USDT, поэтому переходите, возможно, вам будет это интересно. Все правила по участию будут в закрепленном сообщении. Правила довольно простые, да, но самое первое правило — это быть подписанным на мой телеграм-канал. Вот, и всем спасибо, всем удачи, всем пока.